Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю тематическое видео по вашим запросам и заявкам, а именно страны и города по знаку зодиака. То есть выбираем, по сути, с вами релокацию, где вам будет наиболее комфортно жить, где улучшится ваше качество жизни, ваше состояние здоровья и, в принципе, гармонизируются все сферы. Но сейчас хочу озвучить такую небольшую преамбулу, а именно, то есть эта информация не является прямым руководством к действию. Это во-первых. А во-вторых, для вас, допустим, будут наиболее актуальными у кого-то города по Солнцу, у кого-то по асценденту. Это все нужно проверять только практическим путем. И самое важное, самое значимое, это рекомендация общего порядка. Наиболее и правильным, и точным для вас будет эта релокация согласно вашей натальной карты, которая производится опытным астрологом, и астрокартография, которая рассчитывается непосредственно под вас, учитывая ваше время и место рождения. Поэтому здесь общие рекомендации, которые укажут на то, как вы можете стабилизировать свою жизнь. Ну и в принципе, знаете, очень будет знаково и значимо проверить. Вот если вы жили, скажем так, вместе в стране, где вы ощущали себя некомфортно, переехали, и, допустим, у вас это совпадет с теми городами и странами, которые озвучила я, и поменялось ли качество вашей жизни в лучшую сторону. Поэтому у кого есть такой опыт, озвучьте, пожалуйста, я думаю, будет всем приятно почитать. Ну и, в принципе, оставляйте ваши вопросы, которые для вас значимы. Я постараюсь для вас их разобрать в Инстаграм-эфирах. Начнем с овнов. Овны. Наша палочка-выручалочка, наши зажигалочки. Что могу сказать? Ну, конечно же, для вас подходят амбициозные страны. И стоит здесь вам рассмотреть для путешествий, переезда, эмиграции, либо временного места жительства Палестину, Великобританию, именно Англию, Гонконг, Германию, Польшу, Сирию, Израиль, Литву, Сенегал, Сьерра-Леоне и Зимбабве. Еще сделайте для себя акцент на Азербайджане и Венесуэле. Если будем рассматривать города, но я не буду называть по странам, я думаю, кому интересно, вы загуглите. Это будет Верона, это будет Бирмингем, Краков, Неаполь, Марсель и Флоренция. Каким образом подбираются города и страны? Здесь учитывается не только знак зодиака, который соответствует Овну, то есть что страны все совпадают по Овну и города, но и, допустим, это будет вибрация этих городов таковым образом на вас благоприятно влиять, что у вас все пойдет в гору. Еще такой акцент и лирическое отступление. Всем знакам зодиака огненной стихии будут подходить города и страны, как и в знаков побратимов. Ну, допустим, вам хорошо будет еще комфортно ощущать себя в странах воздушной стихии или огненной стихии. Поэтому возьмите себе на заметку. Ну и жду, конечно же, от вас обратной связи, комментариев, насколько это созвучно с вашей жизненной ситуацией, у кого, допустим, был таковой опыт. Если вы жили в городах или странах, которые вам не подходили, вы переехали, и особенно если это созвучно с теми странами, которые я озвучила, как поменялась ваша жизнь, изменилась ли она в лучшую сторону. Очень будет интересно и полезно почитать этот опыт, я думаю, не только мне, но и всем остальным подписчикам, чтобы сделать для себя какие-то выводы. Мы переходим с вами к Тельцам. Тельцы. Что же здесь у вас? Тельцам подходит, поскольку вы у нас управитель, у вас планета Венера, вам подходят страны, связанные с плодородием, с роскошью, с шикарной природой. Вы, в принципе, любите сладко поесть, крепко поспать, насладиться ситуацией, растянуть удовольствие, поэтому для вас актуальны Кипр, Тасмания, Ирландия. Если мы будем брать Италию, это остров Капри. Если это Греция, то это ее островная часть, в частности Родос. Куба, Восточный Тимор, Сербия, Танзания, ЮАР, Йемен. Если будем рассматривать страны бывшего СНГ, это Молдова, это Беларусь. Рассмотрите также для себя еще Болгарию, Аргентину, Грузию, Оман. Ну и, конечно же, Швейцарию. Тельцы без Швейцарии – это просто что-то невозможное, невероятное. Ну и города – это, конечно же, Палермо и Дублин. Почему только так точечно, да? Почему не больше? Конечно, их может быть гораздо больше. Это уже будет созвучно и резонировать с вашим асцендентом. Здесь нужно рассчитывать более локально. Но это такие рекомендации общего порядка, которые вам стоит взять на заметку. Допустим, если вы планировали путешествие и не были в озвученных регионах, запланируйте себе путешествие, посмотрите
Благоприятно ли это скажется на вашей жизни? Понравится ли вам? Какие энергии вы ощутите? Будет ли прилив сил? Поменяется ли что-то в лучшую сторону? Там, положительные известия какие-то происходят или положительная информация? Мне кажется, и нам, и мне, и нашим подписчикам будет интересно почитать от вас обратную связь. Близнецы. Ну, вы у нас люди коммуникации, впереди планеты всей. Вам, конечно же, подходит Исландия. Если будем брать Италию, то это именно будет Сардиния. Вам подходит Марокко, Бельгия, Уэльс, Эритрея, Гаяна, Кувейт, Норвегия, Черногория, Швеция, Тонгу. Ну и, конечно же, Штаты. Вам подходит, если будем брать Грецию, еще ее материковая часть. Нижний Египет, Канада, Бельгия, Литва. И если мы будем брать города точечно, то это Версаль, это Брюгге, это Лондон, это Сан-Франциско и это Мельбурн. Здесь, если у вас имеется такой опыт, опять же ждем от вас обратной связи, пишите в комментариях, если вы пребывали в отпуске или живете в этих городах и странах, как это сказывается на вашей жизни, в положительную сторону или в отрицательную, то есть какие изменения вы прочувствовали на себе. Рак. Ну, конечно же, вам в идеале желательно все, что находится у водоемов или у воды. И вам подходят такие страны, как Индия. Вам подходит в первую очередь Парагвай, Шотландия, Алжир, Нидерланды, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бурунди, Кабо-Верде, Колумбия, Конго, Хорватия, Джибути, Карибати, Лаос, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Руанда, Словения, Соломоновы острова, Сомали, ну не знаю, насколько для вас это актуально, но тем не менее, Южная Корея. Ну и рассмотрите для себя, помимо всего прочего, Эстонию, рассмотрите для себя Нидерланды и города для проживания: Генуя, Венеция, Милан, Константинополь и Стокгольм. Так ли это у вас отыгрывается в вашей жизни? Я понимаю, что вы можете всю жизнь жить в одной точке, вас все будет устраивать, но, возможно, если вы себе планируете путешествие, попробуйте новые направления, новые горизонты, и, как знать, может быть, для вас откроются новые перспективы. Львы. Товарищи огненной стихии. Конечно же, вам все подходит там, где энергия бьет ключом. И это такие страны, как Афганистан, это Индия, Италия, Македония, Румыния, Сицилия, это Эквадор, Занзибар, Бутан, Боливия, Чад, Габон, Индонезия, Северная Корея, Южная Корея, Кыргызстан, Малайзия, Мальдивы, Никарагуа, Пакистан, Монголия, Сейшелы, Сингапур, Украина и Мадагаскар. Хотя Украина, она хоть и идет под знаком Тельца, но энергии этой страны на вас будут благоприятно влиять. В целом, помимо всего прочего, сделайте акцент еще на Чехии и Испании, потому что для вас это страны, где вы в наибольшей степени сможете раскрыть свой потенциал. В плане точечно городов это у нас будет Иерусалим, это Бомбей, это Рим, это Чикаго, это Прага. И вам еще для восполнения вашей энергии очень хорошо подходят Альпы. Поэтому, если вы планируете себе какие-то путешествия, курорты, постарайтесь побывать в этих местах, я уверена, вы прочувствуете всю свою мощь и силу. Если вы проживаете в этих странах или городах, напишите, каково качество вашей жизни, то есть как вы себя ощущаете, или если вы переехали в эти страны, поменялся ли ваш уровень социальный, поменялось ли состояние здоровья, ну и какие-то прочие факторы. Я думаю, всем будет интересно это почитать. Девы. Девы у нас люди контроля. Кстати, как ни странно, но самый популярный знак зодиака в мире это девы. Почему самый популярный? Потому что наибольшее количество людей рождаются под этим знаком зодиака. Поэтому вы у нас впереди планеты всей. Что вам подходит? Вам подходят таковые страны, как Бразилия, Швейцария, Украина, Уругвай. Вам подходит Вест-Индия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Коста-Рика, Сальвадор, Эстония, Гватемала, Гондурас, Мали, Молдова, Катар и Таджикистан. Понятно, что это не весь перечень. Обратите для себя еще точечное внимание на Швейцарию, Японию, Хорватию,
Латвию. А если мы будем с вами брать непосредственно точечно как регионы, то это будет Андалусия у нас в Испании. И в плане городов это Париж, Берлин и Рига. То есть это те локации, где вы будете ощущать какие-то благоприятные перемены. Будете ощущать безопасность, стабильность и улучшение всех сфер жизни, а непосредственно их гармонизацию. Весы. Переходим к вам. Что же у вас? Вам подходит, конечно же, Франция, Китай, а непосредственно Тибет. Поэтому, если вы своего рода собираетесь совершить ретрит, какие-то поездки, путешествия, для вас это будет идеальная локация. Аргентина, Австрия, Бирма, Канада, Китай, Япония. Если брать Россию, то это вот в частности Сибирь. Ботсвана, Гвинея, Фиджи, Ирак, Израиль, Лесото, Нигерия, Палау, Сент-Люсия, Саудовская Аравия, Тувалу и Уганда. Конечно же, это не весь перечень. Для вас еще очень значимыми странами будут Монако и США. Если мы будем брать по городам, то это Копенгаген, это Вена и это Антверпен. Если вы находитесь сейчас в этих точках, проживаете или совершили релокацию, я вас тоже попрошу оставить комментарии, написать, как это отразилось на вашей жизни. Поменялась ли она в лучшую сторону? Какие перемены произошли? И то есть было ли для вас это действительно в плюс? Или, возможно, в минус. Еще рекомендую вам обращать внимание в плане релокации на города, которые соответствуют вашему асценденту. Ну а мы с вами переходим к скорпионам. Скорпионы, что же у вас действует? Вы, так как вы у нас любители риска, горячие люди, вам, как ни странно, подходят почти все исламские государства. И если брать точечно, то таковы страны: Ангола, Марокко, Квинсленд, Корея, Сирия, Норвегия, Германия, в частности это будет регион Баварии, Антигуа, Барбуду, Камбоджа, Доминикана, Латвия, Ливан, Макронезия, Панама, Турция, Туркменистан и Замбия. Конечно, это не весь перечень. Самыми важными для вас точками это будут Арабские Эмираты, это будет Саудовская Аравия, поэтому обратите на них особое внимание. И в плане городов это у нас будет Гент в Бельгии и регион Квинсленд в Австралии. Поэтому, если собирались сделать релокацию, сопоставьте с той релокацией, которую вам просчитает астролог, либо если вы планируете путешествие, обратите внимание на эти регионы и напишите, особенно если вы в них проживаете, как это отразилось и повлияло на ваше качество жизни, какие перемены у вас произошли, ну и в принципе в плюс они у вас прошли или в минус. Стрельцы. Ну, конечно же, вам подходят страны с харизмой, с энергией, с хаосом. Поэтому это Испания, это Чили, Венгрия, это Саудовская Аравия, Бангладеш, Барбадос, Камерун, Казахстан, Кения, Ливия, Мавритания. И вам подходит еще Австралия. Если брать, наиболее точечно, очень хорошая для вас страна будет Португалия. Здесь для вас раскрывается ваш потенциал. И в плане городов это Багдад, Авиньон, Будапешт, Штутгарт и Кёльн. Если не живете, планировали путешествовать, запланируйте себе новые маршруты и дадите нам обратную связь, как это отразилось на вашей жизни. Особенно если вы там проживаете в этих регионах. Действительно ли вы чувствуете прилив сил и благоприятные для вас изменения? Козероги, наши консервативные товарищи. Для вас подходит Индия, Болгария, Мексика, Великобритания, Албания, Афганистан, Литва, Босния и Герцеговина, Бруней, Чехия, Гаити, Науру, Словакия, Судан. Ну и помимо всего прочего, это страны Северной и Южной Кореи, это Германия, это Монголия. И я бы рекомендовала вам обратить внимание на такие точки, как Варшава, Брюссель, Дрезден, Оксфорд и Москву. Потому что, как ни странно, но в плане релокации в этих местах у вас будет больше возможностей развития, как перспективы роста, перспективы взлета и стабильной жизни. Конечно, они возможны в любых городах и странах. Это можно все просчитать точечно, но это как рекомендация общего порядка. Водолеи.
Водолеи, вам подходят Иран, Финляндия, Новая Зеландия, Россия, Швеция, Сирия, Эфиопия. Вам подходит точечно Ватикан и Шри-Ланка. Еще, помимо всего прочего, рекомендую вам обратить внимание на такие регионы, как Япония, Финляндия и Саудовская Аравия. Почему? Потому что для вас здесь идет открытие возможностей и, помимо всего прочего, улучшение состояния здоровья. Особенно если у вас есть какие-то вредные привычки, то биоэнергетика этих мест поспособствует вам стабилизировать ваше состояние здоровья. В плане городов для вас идеальны Гамбург и Берлин. И рыбки. Что же у вас здесь? Вам подходят в большей степени страны в северной части Африки. Вам подходит Тунис, Португалия, Самоа. Вам подходят страны Скандинавии, Маврикий, Марокко, Намибия, Тунис. Ну и такие страны, как Египет, Индия, Индонезия, Мальта, Антильские острова и Уругвай. Если мы будем брать города, для вас вот городом Меккой, как это ни странно, но это будет являться Санкт-Петербург, город о Неве. Это тот город, где вы максимально можете ощутить и раскрыть свой потенциал. Мои хорошие, от всех знаков зодиака буду ждать обратной связи. Если вы проживаете в этих регионах, напишите, дайте знать, что для вас более результативно, или если вы путешествовали по этим местам, почувствовали ли вы какие-то изменения, в первую очередь на энергетическом уровне, менялась ли ваша жизнь в лучшую сторону, ну и в принципе, какие перемены у вас произошли. Если вы хотите просчитать точечно, то обращайтесь к астрологам за релокацией тех мест, куда вы хотите переехать, переместиться, либо просчитывайте для себя астрокартографию. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. В комментариях от вас буду ждать тем на новые расклады, также ваших вопросов. Если что-то неясно, непонятно, будем это разбирать в инстаграм-эфирах. Каждого из вас благодарю за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. С вами не прощаюсь. До новых встреч.